Сейчас я нахожусь в центральной части материкового Китая. Сюда я добрался на своем мотоцикле, купленном в России, с российскими номерами. Здесь я нахожусь абсолютно легально, так же, как и мой мотоцикл. При этом я передвигаюсь без какого-либо сопровождения. У меня нет никакого гида. Я могу ехать, практически туда, куда захочу. Естественно, есть некоторые нюансы, о которых я расскажу чуть позже. Вот стоит мой мотоцикл. Вот ходит полицейский. И у него ко мне абсолютно нет никаких претензий. Видео получилось довольно-таки душным, поэтому используйте тайм-коды. Также вся необходимая информация есть в описании. Данной информации в описании будет более чем достаточно, чтобы совершить одиночное путешествие по Китаю. Вот. Красота. Хао. Я решил записать данное видео, так как у меня знатно подгорело, когда я пытался найти информацию о том, как попасть в Китай, как проехать его на собственном транспортном средстве. И мало того, что информации практически нету, как на англоязычных форумах, так и на русскоязычных форумах, так еще и она, откровенно говоря, ложная. Есть очень множество тем, как и десятилетней давности, так и совсем свежих, где люди спрашивают, поделитесь опытом и так далее. И, естественно, там отвечают им вот эти диванные путешественники о том, что нет, это невозможно, или о том, что это очень сложно, ой, оно тебе вообще не надо. Также существует поверье о том, что да, вы это можете сделать, но это опять-таки очень сложно. Вам нужен обязательно гид, который будет вас сопровождать, с которым вы там чуть ли не должны будете спать в одной кровати на протяжении целого месячного вашего путешествия. Опять-таки, хорошо, вот ты говоришь эту информацию, пожалуйста, поделись контактом человека, который через это прошел, как это было, какие документы вы подавали, сколько денег это стоило, покажите видео, как вы проходили границу. Нет, ничего этого нет. Просто вот знай, что это очень сложно, и тебе туда суваться не стоит. Я смог найти только всего лишь пару видео с информацией, но они были всего лишь там 3-минутные. Именно большая часть это как кемперы ездят в Китай, но не как мотоциклы. Естественно, все знают опыт Бересневича. Он почему-то не захотел ехать на своем мотоцикле. Может быть, именно потому, что он просто-напросто не знал. Его опять-таки убедили те же самые диванные путешественники о том, что это невозможно. То же самое про дроны. Дроны можно провозить в Китай. Вот, я купил этот дрон в России и спокойно провез его с собой в Китай. И именно только на русскоязычных форумах пишут, что дроны в Китае запрещены. При этом почему-то никто не может спокойно взять и проверить эту информацию на официальных источниках. Даже на сайте DJI написано: да, вы можете провести дрон в Китай. Иностранный турист может это сделать. Только единственное, ему нужно зарегистрировать этот дрон. Об этом я расскажу в конце видео. И именно, вот, я не знаю, кто такие люди, которые пишут, что дрон в Китае запрещены, но, вероятно всего, это люди, которые ни разу в своей жизни в Китае даже не были. И именно поэтому Бересневич тоже не взял с собой дрон в Китай. Ой, слов у меня нет. Ладно, давайте дальше. Поэтому сейчас будет подробная инструкция. Я расскажу весь свой опыт, свои знания, которые я приобрел в этой теме. Сразу скажу, что это очень легко. Это сможет сделать абсолютно сейчас каждый человек. Так, первое, что вам необходимо сделать, это найти туристическую китайскую компанию. Да, все-таки без нее пройти границу, скорее всего, невозможно. Но этот вопрос я подниму в конце видео, так как все время нахождения моего в Китае я так и не смог однозначно
подтвердить или опровергнуть эту информацию. Чтобы найти эту компанию, хоть какую-либо, их достаточно много, не нужно иметь каких-то особых связей. Достаточно просто в Google вбить поиск на английском, например, Motorcycle Trip in China, и вам сразу же выдаст там 5-6 компаний, везде у них есть контакты WhatsApp. Я им всем, соответственно, написал, чтобы примерно собрать статистику по цене, по процедуре прохождения и так далее. У всех, в принципе, цена одинаковая, так же, как и необходимые документы, а по сути дела там ничего и не нужно, кроме ваших денежек. Но абсолютное большинство, там вот 5 из 6, естественно, говорит, что вам необходим гид и четкий, строгий маршрут, расписанный по дням. И по чистой случайности на Памирском тракте я встретил 2 австралийцев, которые ехали из Австралии в Европу. Естественно, я у них начал подробно расспрашивать, а что, а как, а сколько, а есть ли контакты и так далее. Также они мне сказали, что они путешествовали по Китаю без какого-либо гида. Естественно, я сразу же попросил этот контакт, тоже написал ему. Все ссылки в описании. И дальше уже, в принципе, было все очень легко и просто. Так, соответственно, первое, что вам нужно сделать, это написать Эдварду или любой другой туристической компании, не обязательно ему, и настаиваю. Вам сразу же там ответят о том, какие даты есть, какие группы есть, через какие границы они проходят, и цена, соответственно. Цена зависит от количества транспортных средств. Да, если вы один проходите, это будет, естественно, дороже. Если вы проходите там впятером, это уже будет дешевле. Цена, в принципе, в целом варьируется от $1500 до $1800 за вот прохождение границ. При этом внутри Китая вы можете пробыть столько, сколько вообще, в принципе, сможете. По-моему, максимум 90 дней. Вот, при этом вы можете зайти с одной группой, выйти, например, один, доплатив за это примерно требует $300 за одиночный выход, либо уже собраться с другой группой, которая будет там в следующем месяце или через другую границу, просто с ними встретиться на уже пограничном пункте. Все, после того, как вы все это обговорили с Эдвардом, договорились о цене, вам, в принципе, больше ничего это и не надо, вы можете сразу же ехать уже к Китаю, потому что сейчас виза не нужна, и все документы, которые вам необходимы, это загранпаспорт, водительские права и СТС-ка. Все. Вас заранее просят выслать сканы этих документов и также отфоткать ВИН-номер мотоцикла и фотографировать мотоцикл со всех сторон. Все. Я буквально все эти операции выполнил в течение недели. При этом большую часть времени я уже находился в дороге. Итак, после того, как вы обговорили свой маршрут, договорились о датах, о сумме, вам высылают вот такой маршрутный лист. Этот маршрутный лист нужен только для оформления дальнейших документов. Вам не обязательно следовать этому графику. Но, очень важно, вы можете находиться только в тех провинциях, которые указаны в этом маршруте. Поэтому, если вы собираетесь отклониться от маршрута и заехать в другие провинции, очень важно сказать об этом Эдварду. И тогда он их внесет в этот маршрутный лист. И у вас в СТС-ке будет прям прописано, какие провинции вам доступны. Этого вот внести дополнительные провинции ничего не стоит. Очень важно. Дальше вам высылают вот такой пример договора, и вы его оплачиваете. По поводу оплаты. Оплатить, естественно, они просят Alipay, но, в принципе, возможно договориться и оплатой наличкой после того, как вы пересекли границу. Это тоже возможно. Сказать, что у вас нет возможности и так далее, вы воспользуетесь наличкой. Это, конечно, понятное дело, более безопасно и убережет вас от каких-либо мошенников. Итак, прохождение границы. Я буду рассказывать прохождение границы на примере Харгоса.
Прохождение границы доступно только в дневное время. Открывается она в 8:30 утра. Вы подъезжаете к этой границе к 8 утра, и там вы, скорее всего, впервые встретитесь со своими сокомандниками, со своей группой. Да, я вот был там лично один русскоговорящий, все остальные, естественно, были с Европы. Вы там встречаетесь и, в принципе, начинаете прохождение границы. Само прохождение границы абсолютно стандартное, там нету никаких изощрений. Сначала вы проходите, там вас проверяют паспорт, затем вы проезжаете дальше в основное здание, где паспортный контроль. Но единственное, там была очень тупая ситуация. Нас заставили протаскивать весь свой груз с мотоциклов через вот пешеходный пункт досмотра. То есть тащить его внутрь здания, пропускать через ленту. Естественно, вы не можете взять за раз все свои сумки. И так как я был там всего лишь один русскоговорящий, я единственный один смог доспорить о том, что это бессмысленно. И я только смог взять только одну сумку. И не тащить абсолютно все, не снимать все свои кофры. Все остальные потащили все свои сумки. Это было очень глупо, так как сначала мы прошли паспортный контроль, оставили эти сумки, и затем нам нужно было обратно против шерсти через все турникеты проходить и забирать свои мотоциклы. Потом ехать с мотоциклами, объезжать здание и крепить опять все наши сумки. Также была там небольшая у меня проблемка с тем, что у меня попросили декларацию о временном ввозе. Я пытался объяснить людям, что как бы между Россией и Казахстаном действует таможенный союз, и никакой декларации на границе не выдают. По крайней мере, я 5 раз пересекал границу с Казахстаном, и ни разу никакой мне декларации не выдавали. Но они в упор говорили, что нужна декларация. Если нет декларации, она обязательно должна быть, и обязательно ее выдавали. Ты ее просто потерял. Я говорю, вы что, с ума сошли? Ничего я не терял, никакой декларации не было. В конечном счете мы пререкались минут 10, и он просто взял мне ее, распечатал, и все. И дальше я спокойно прошел пункт досмотра. Проще сразу сказать, что я ее потерял, давайте распечатаем, и на этом все. Вот. Либо, когда вы будете пересекать границу с Казахстаном, попросите этот листочек вам распечатать. Я не знаю, печатают они его или нет. Дальше идет небольшой, вот после рентгена, и когда ваши все сумки чуть откроют внутри для пассажиров, вы все это крепите на мотоцикл, и опять у вас все это досматривают на мотоциклах уже. Но весь этот досмотр очень и очень формален, как на большинстве границ, то есть там просто открывают сумку, чуть-чуть он там смотрит, даже руками ничего не трогает, ничего не берет, все, закрыли сумки. Дальше вы проходите через рентгеновскую рамку для автомобилей, и все, и вы выехали из Казахстана и попали в серую зону. Впереди вас ждет Китай. Вы подъезжаете к китайскому пограничному пункту. Это огромнейшее здание, которое похоже на аэропорт. Вам нужно ехать, естественно, в пункт для прохода пешеходов, то есть не надо ехать сразу для автомобиля, вам там сразу замашут руками, что ой, нет, 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 вы куда? Все, дальше вас около главного входа уже будут ждать сотрудники таможни. Дальше, после прохождения... Фу, блядь, ты меня сбила! Дальше вы просто 15 минут стоите и смотрите друг на друга. Они решают, что с вами делать, и вас пускают внутрь здания. Там вам дают заполнить вот такой бланк, как ни странно, там на китайском и на русском. К вам также прикрепляется один из таможенников, сотрудник, который вас сопровождает все это время. На этом бланке... Что ты делаешь? Она на меня вылила какую-то белую жидкость. Дальше вы, естественно, пытаетесь заполнить эти бумажки, но он сам не знает, как их заполнять. Поэтому это все очень формально, даже не пытайтесь там как-то правильно разобраться, просто вообще на отвали что-нибудь там напишите, никто их дальше смотреть не будет. Дальше
вы проходите в медпункт. Да, в медпункт, и там вас встречает медсестра, получается. И у некоторых берут мазок из носа и горла, как тест на ковид. Я, естественно, пытался спросить, а что это такое, для чего это нужно. Так, давай ты... для чего, что это такое, для чего нужно. Мне, естественно, ничего не ответили. И, как ни странно, именно только у меня, у всех остальной группы взяли мазки, а у меня не взяли. Я начал спрашивать, а почему у меня не взяли мазок? Я, может, тоже хочу мазок. Но она мне ничего не ответила. Ответила, потому что это я русский, потому что я самый молодой. Ничего не понятно. В общем, у вас могут взять мазок. Готовьтесь к этому. Все, дальше вы выходите на улицу к вашим мотоциклам, и вас ждет небольшой досмотр. Опять-таки, очень формально. Вы открываете просто сумки, он так вот сверху, записывая на камеру, что-то там посмотрит, и все, вы закрываете, едете дальше. Проезжаете уже к автомобильному пропуску, и там вас ждет визовый контроль. Вы его проходите внутрь здания, там сидит девушка, которая чуть-чуть уже знает английский, и вас ждет небольшой допрос. Там, откуда вы едете, с какой целью вы едете, и самый главный вопрос, который мы будем задавать везде, в какой город вы направляетесь. Не пытайтесь объяснить, что вы едете через весь Китай и путешествуете, и не будете останавливаться ни в каком городе. Это невозможно им объяснить. У них просто есть протокол, и они должны знать, в какой город вы следуете. Просто сразу выберите на всю группу один город, например, Чэнду или Пекин. И все, и просто говорите Пекин, потому что иначе вы потеряете очень много времени, так как вас будут именно спрашивать конкретный город, чтобы вы туда доехали, там остановились и жили там, я не знаю. После того вас снимут отпечатки пальцев, вас фотографируют и выдадут вам 2 вот такие бумажки. И скажут, что эти бумажки обязательно сохранять, иначе вас не выпустят с Китая. Но, как показало будущее, никому нафиг эти бумажки не нужны, никто у меня их не спрашивал. Дальше вас наконец-то отпускают, ставят штамп, что вы приехали в Китай. И вы должны проехать через рентгеновскую рамку, огромную для фур. Подъезжаете к шлагбауму, и может случиться так, что вам не будут открывать шлагбаум. Это значит, что тот мужик, который там сидит, просто уснул. Нужно обойти это здание с левой стороны, постучаться в окно и разбудить его, потому что иначе, если вы очень долго будете ждать, наступит обед, и он проснется и уйдет на обед. Вы потеряете очень много времени. Затем вам открывают шлагбаум, вы въезжаете, заглушите мотоцикл, слазите и выходите наружу. Ждете, пока ваш мотоцикл отсканируют, и затем выезжаете. Не сразу я это понял, может быть, это выглядит очевидно, поэтому я и говорю, потому что я потратил достаточно много времени на прохождение этой рамки. Затем вы можете застрять вот на этом этапе после того, как вы пошли рамку, потому что, как мне рассказали, в этот момент идет тотальная проверка вас, всей вашей группы, на то, возможно ли вы едете в Китай, чисты ли вы и так далее. Вот нам повезло, мы ждали вот после этого на улице всего лишь полчаса, но, как мне рассказал гид, там можете прождать и 3, и 4, и 5 часов, поэтому обязательно берите с собой воду и еду, потому что никаких магазинов, вас вот выпустят вот в этот маленький кармашек, там ничего нет. Просто палящее солнце. Даже в тени вы там спрятаться особо нигде не сможете. И после ожидания, да, все, вам открываются врата в Поднебесную. И вы въезжаете в Китай. При этом вас никто дальше там не сопровождает. Вы можете хоть взять и рвануть куда хотите. При этом у вас нет никаких документов на мотоцикл. Все, всем абсолютно все равно. Дальше вы, если проходите с гидом, а скорее всего это будет так, вас как раз таки будет вот на этом этапе ждать ваш сопровождающий.
Вы встречаетесь, знакомитесь, и сразу скажу, после выезда с левой стороны, если чуть-чуть пройти, будет серебристая будка, где можно сразу купить сим-карту. Там работает китаец, который чуть-чуть знает русский, поэтому проблем у вас там не возникнет. Сразу же покупайте сим-карту, можно оплатить наличкой. Стоит 50 юаней, 30 гигабайт. Иначе потом вам придется мотаться по всему городу в поисках симки. Затем вы следуете в ГАИ, вас сопровождает уже ваш гид. Естественно, вы по городу перемещаетесь абсолютно свободно, вообще всем гаишникам на вас наплевать. Доезжаете до поста ГАИ, дальше там уже вас ожидают. Вы проходите в отдельный зал с этим фильмом, да, и просматриваете фильм. Вам нужно просмотреть полчаса. Там показывают аварии со смертельным исходом. Просто полчаса смотреть аварии со смертельным исходом. Вот. При этом там я встретил 4 казахов. Я просто заметил, что они разговаривают на казахском. Я смог с ними поговорить. И я думал, они тоже получают права. Оказывается, нет. Они неправильно припарковались. И им выписали штраф и заставили смотреть 3 часа вот этот фильм. То есть 3 часа смотреть 6 раз подряд. Там есть только английские субтитры, при этом нет никакой озвучки. Вы спустя полчаса идете в основное здание ГАИ. Там это самое обычное ГАИ, абсолютно копия нашего ГАИ. Также носятся мужики с номерами, проходят техосмотр, есть там специальная дорожка, где там сверяют ВИН-номера и так далее. Все один в один. Оформляет вам уже документы. Естественно, за вас разговаривает ваш гид. Все документы там уже подготовлены. И да, вам все выдают, вас фоткают прямо там на месте, вам выдают ваши права и СТС-ку. Да, именно я бы сказал, что это СТС-ка. Вот так это все выглядит. Почему-то все называют это номерами, но это СТС-ка, потому что на обратной стороне у вас написан ВИН-номер, номер двигателя, имя, фамилия владельца, срок действия СТС-ки, когда она выдана, а на обратной стороне ваш ваш номер. Все, никаких номерных знаков вам не дают, не надо никакие номерные знаки вешать на ваш мотоцикл. И на этой СТС как раз таки будет на обратной стороне написаны провинции, в каких вам можно быть. И гаишники обычно обращают на это внимание. Но тем не менее, несмотря на это, я заезжал в провинции, которые там у меня не прописаны, и в принципе было все нормально. На все про все, на прохождение границы ушло где-то 2,5 часа, и то, если бы на казахской я не застрял вот с этими вещами и декларацией, было бы 2 часа, наверное, на прохождение границы все ушло, и где-то 2 часа на выдачу документов, мотание по городу туда-сюда и так далее. Все, и после этого вы свободны, то есть на прохождение границы и оформление всех документов заняло полдня. И все, и дальше вы можете ехать куда захотите. Затем, после этого, на следующий день, утром рано вы встречаетесь с вашим сопровождающим гидом, и он вас сопровождает до города Урумчи. Это, там, сопровождение занимает 3 дня, но... Во-первых, как это происходит? Вы утром встречаетесь и назначаете следующую точку, и все, и вы едете. Вам не нужно ехать змейкой друг с друга, каждый едет со своей скоростью, каждый бронирует отель, который он захочет, или вы вообще можете ночевать в палатке. Вообще никто никого ничего там не обязывает. И даже вечером вы не встречаетесь, вы встречаетесь только на следующее утро. То есть это максимально свободное сопровождение. Для чего вас сопровождают? Потому что именно вот в этом регионе, иногда, если вы особенно отъедете на какую-нибудь не такую дорогу, могут возникнуть некоторые проблемы на постах контроля.
Но, несмотря на все это, вы можете просто сказать: ой, знаете, я не готов ехать там 300 километров в день, я готов покрыть 800 километров в день, я тороплюсь, все, давайте, до свидания, я погнал. И вас спокойно отпустят, вообще никто не будет настаивать на том, чтобы вы там следовали с группой. Вы можете просто угнать, и все, и даже никакого гида там с самого первого дня вам не нужно. Дальше. Как проходит прохождение контрольно-пропускных пунктов? Я их всех проходил в одиночку, и никаких проблем у меня не возникало. Максимальное нахождение на вот этом пункте контроля у меня было, 3 минуты, наверное. Может быть, 5. Мне кажется, меньше 5. Как правило, вы просто останавливаетесь. В принципе, иногда вы можете его проскочить, если у вас затемненный визор, номера ваши не видят, он что-нибудь вас спрашивает, вы не поняли, вот так вот кивнете, и он такой: let's go, на китайском, и вы, а дальше он видит ваши номера, и у вас уже след простыл. Вот. Но, в принципе, вы можете открывать визор, говорить «Тинбудон», говорить там «Лосуа», это Россия. Вот, вас отведут чуть в сторонку, вы достаете свой паспорт, свою СТС-ку, свои права, он у вас это смотрит, как правило, он у вас, у них сразу есть свои же переводчики, они их быстро открывают, вы можете достать свой, но в конце концов я даже уже не открывал переводчики, потому что нестандартные вопросы, не понимая вопросов, уже смог спокойно отвечать: откуда вы следуете, куда вы следуете, просто выберите ваши города, например, там Хоргос, Урумчи. И они требуют ваш номер телефона, естественно, китайский. Опять-таки, продиктовать в этот номер не сможете, поэтому вот, чтобы минимизировать время, напишите на листочек ваш номер телефона китайский и вставьте его в паспорт. Он просто его быстренько сфоткает, и все. Делайте пропускные пункты, все очень доброжелательные, пишут вам там слова счастья. Очень и очень легко. И при этом ни у кого не возникает какого-то: о, боже мой, я не знаю, что с тобой делать, так давай там оставайся, я пойду выяснять. Для всех это, абсолютная норма. Именно вот в регионе, где Урумчи. Правило это, опять ты прилетел. У каждой заправки будет сидеть... Секундочку.